Наша сегодняшняя встреча называется «Музей России. Культурные сокровища или непрофильные активы». Тема конференции совпадает с заседанием Общественной палаты, которое состоялось вот только что, из которого к нам пришел Михаил Борисович рассказать об итогах этого заседания. И хочу также сказать, что и само заседание является одним из мероприятий ключевых в ряду мероприятий, посвященных большой дате и серьезной дате. Это десятилетие самого Союза музеев России. У нас было очень важное заседание, посвященное музейным проблемам, оно так остро называется, национальные сокровищницы или непрофильные активы. Как бы мы сравниваем две точки зрения, понимание того, что представляет из себя музей, как хранилище культурного наследия, того единственного, что нам гарантирует память в будущем, это то, ради чего живет человечество. Либо это отношение к тому, что мешает, плохо лежит на складах, вообще не нужно, так лучше от этого избавиться. Надо сказать, что в значительной мере, и об этом мы говорили, всякие реформы, связанные с бюджетом, и законы, все идут на то, чтобы государство должно избавиться от некого бремени, которое на него возлагает культура, в частности музей. Но это отдельный разговор. Мы подвели некие итоги музейной жизни. У нас в стране 1977 музеев, всех ведомств. Причем в них 90% это музеи в ведомстве Министерства культуры, очень много ведомственных музеев в Министерстве обороны, в университетах, в Академии наук, в разных других ведомствах. Это очень важная проблема, потому что при нашей такой слишком четкой системе финансирования, допустим, в музеях, принадлежащих Академии наук, нельзя финансировать музейную деятельность, потому что они финансируются по линии науки. А в музеях линии в сфере Министерства культуры нельзя платить за государственные деньги за научные степени, потому что это не сфера науки, а сфера культуры. Значит, в музеях у нас хранится примерно 82 миллиона музейных предметов. Музей, пожалуй, самое демократичное учреждение у нас в стране, после библиотек. Конечно, посетителей ежегодно приходит 77 миллионов человек в музей России. 23 миллиона из них дети и молодежь до 18 лет, то есть тех, для кого вообще-то, кого и воспитывают. Трудится там 70 тысяч сотрудников. Общая средняя заработная плата в музеях издевательская, примерно 7 тысяч рублей. Музеи все расположены во многих исторических зданиях, которые красивы для музеев, но ветшают, и кроме того, они сейчас из них музеи часто выселяют, и все нуждается в очень большой реставрации, строительство ведется мало. Вот такие вещи мы не то что обсуждаем, но мы и доводим до сведения всех, кому это может быть интересно, а главное тех, кому это может быть и неинтересно. И сегодня мы обсудили рекомендации, которые Общественная палата с нашей подачи будет, так сказать, рассылать в различные учреждения властные учреждения. Мы также говорили о будущем, и есть очень важная вещь. Музеи сыграли громадную роль в развитии общественной и сохранении культуры, но в будущем у музеев есть очень большие перспективы на будущее. Сейчас у нас происходит много таких глобальных реформ, которые очень многое не учитывают, оставляют такие зияющие дыры, которые как раз музеи могут заполнить. Образовательная реформа. Зияющие оказываются дыры для тех людей, которым нужно выше среднего уровня что-то, так сказать, получать. Так сказать, образование, знания, информацию, это могут сделать музеи. Военная реформа построена очень на экономических вещах, все хорошо, пушки будут хорошие, но военная выправка, честь, офицерская честь, вот то, что раньше называлось патриотическим воспитанием, вот эта традиция офицерская и солдатская русской армии, это то, что опять музеи, военные музеи, такие музеи, как Эрмитаж, создающий музей гвардии, могут сделать. Много есть еще других таких вот вещей, связанных с воспитанием и с работой над таким психологическим настроением в стране, которые нам кажутся важными. Например, музеи, заботясь о памятниках,
показывают, что есть вещи более важные, чем деньги. Это, боюсь, тоже важная вещь, которую надо иногда разъяснять. Вот много таких направлений. Иногда это говорят, идеология, это не идеология, но это вот такая как бы новая общественная или актуальная общественная роль музеев. Это вот то, о чем мы сегодня говорили, также и о многом другом. Не сколько плакали, хотя и плакали тоже, да, что этого нет, но и говорили о том, что и как мы должны сделать, если не мы, то кто. У нас есть несколько проектов, которые мы завершим, и которые в год десятилетия, 250-летия мы будем дарить нашим зрителям. Первое мероприятие – это превращение Дворцовой площади в такой более активно живой форум в центре города. В здании главного штаба в Восточном крыле первый этаж – это такой проходной, где с мойки можно проходить на площадь, и где будут магазины, кафе и все остальное, что связано с городской жизнью. Мы открываем проходы вдоль здания Малого Эрмитажа, кто представляет, это будет прямой проход на Дворцовую набережную. Мы собираемся создать в штабе гвардейского корпуса музей гвардии. Вся площадь в большей степени становится памятником войны 12 года, чем она является. Это памятник победы в войне 12 года. То есть мы преобразуем, делаем более живой сердце города Петербурга. Это есть наша вообще функция. Второе, в здании в Восточном крыле главного штаба к 2014 году мы откроем, сейчас уже половина сдана, откроем музей 19, 20 и 21 века. Это новое архитектурное решение, прекрасное приспособление старого здания к музейным нуждам, не трогая ничего из старого здания, но с перекрытием дворов. А там уже есть грандиозная лестница, можно ее видеть на фестивале музейном, она воспроизведена. Сюда переедут импрессионисты, постимпрессионисты, Каспар Давид Фридрих, будет там новое искусство, много прикладного искусства 19 века. Ну и современное, вот сейчас мы занимаемся привозом сюда, то есть не сюда, туда, к нам отсюда, красного вагона Кабакова. Сейчас у нас в Венеции выставка Пригова, и на Интермузее виртуальное воспроизведение этой выставки архив Пригова подарен Эрмитажу. У нас будет комната Пригова, это вот, но все здание будет музей 19, 20, 21 века, не только 21, как иногда говорят. Это большая вещь. Затем мы, как я сказал, в здании Малого Эрмитажа откроем выставочные залы. Там у нас были большие хранилища, мы откроем выставочные залы, которые будут отдельными выставочными залами, работающими по своей программе, немножко отлично от самого основного музея. Сейчас у нас все выставки влиты в контекст Эрмитажа. Вот это в Малом Эрмитаже. Мы хотим создать музей гвардии, вот то, о чем я говорил, о воспитании духа и традиций русской армии в здании штаба гвардии, возможно, совместно с музеем обороны. Мы отреставрируем целый ряд залов в Эрмитаже, в частности, отреставрируем иконостас Большого Эрмитажного собора. И, может быть, самое главное, мы построим третью очередь фондохранилище Эрмитажа. Фондохранилище Эрмитажа – вещь, которая звучит так очень прозаически, и на него очень трудно добывать деньги, на него всегда государственные деньги, меценатские, на это трудно добыть. Но на самом деле фондохранилище – это одна из наших важных инноваций эрмитажных. Это решение вечного вопроса, какой процент вещей у вас показывается. Когда нас спрашивают, сколько процентов мы показываем, мы сначала всегда должны объяснять, что показываем 5 или 10, и больше не показываем и не собираемся, условно говоря, потому что музей – это прежде всего фонды, а то, что он показывает, это одна часть музейной деятельности. Но есть проблема доступности, они показывают. Вот проблема доступности решается открытыми фондохранилищами, где в совершенно другом режиме, совершенно в другом стиле показываются коллекции. Вот как у нас сейчас, у нас первая очередь уже давно функционирует, там все кареты, вся мебель эрмитажная, вся мебель западная, европейская, шпалеры, все остальное выставлено так, что это все можно видеть, люди специально ходят, посещают, и там целые программы вокруг этого тоже делаются, но это другой подход, отличный от музея, находящегося в дворце и в центре города. И, кстати говоря, это, в общем, такой эрмитажный филиал в спальном районе, это тоже громадная роль музеев в развитии культурной жизни города. Так что вот на это тоже
вот вторую очередь мы закончим на будущий год, а третья очередь, она вот, видимо, будет закончена или почти закончена к 2014 году. Это вот те программы, которые мы предъявляем и в правительство, и которые, в общем, многие из которых уже финансированием обеспечены и прежде были. Вот такие будут, и в течение года мы вот будем открывать одно, другое, третье, приглашать людей смотреть. Плюс будут выставки об Эрмитаже, выставки будут во всем мире, в эрмитажных центрах, разумеется, в Амстердаме, в Италии, в Лондоне. Будут выставки, понятно, по России, мы в год делаем примерно 5-6 выставок в разных местах России. Кстати, вчера мы начали разговор, что, может быть, как раз год в 2014 году мы в Третьяковской галерее покажем русское искусство из Эрмитажа. Вот один из таких мифов, существующих в том, что Эрмитаж – музей западноевропейского искусства. Эрмитаж – музей мирового искусства, в котором русская культура занимает свою часть, ну, кстати, очень большую, потому что он еще и музей русской государственности. Вся Российская империя, так сказать, началась и кончилась в зданиях Эрмитажа. Вот в Третьяковке мы, наверное, покажем русское искусство. Это что такое? Еще никто про это не слышал, что в Эрмитаже. Это вы первые слышите от меня. Мы вчера с Ириной Владимировной об этом говорили, Лебедевой. В самом Эрмитаже мы не будем делать, как принято часто делать выставки, так сказать, собирать шедевры со всего мира. Мы сделаем выставку приобретения Эрмитажа за последние 20 лет. Мы сделаем выставку эрмитажной археологии за последние 20 лет. Вот сейчас у нас выставка, посвященная эрмитажной археологии на Интермузее. Фестиваль Интермузей, по-моему, очень удачно получился. Мы сделаем выставку эрмитажных реставраторов за последние 20 лет. Наши реставраторы всегда творили чудеса, но и сейчас творят чудеса необыкновенные. Вот такие как бы отчеты. Издадим книжки, там энциклопедия Эрмитажа, 1001 рассказ об Эрмитаже, ну и всякие планы дальнейшие развития Эрмитажа. Вот такие примерно подарки мы готовим.